Привет, у меня есть 4 минуты, чтобы рассказать вам, стоит ли качать Call of Duty Black Ops 4 в раздаче PlayStation Plus. Спойлер, нет. Сюжетная кампания, ее нет, почти нет. Есть обучалка с специалистами мультиплеера, где есть некоторые кат-сцены, из которых получается, что Black Ops 2 был не каноном. Но потом разработчики сказали, что весь Black Ops 4 был не каноном, поэтому Black Ops 2 снова канон. Все, больше ничего интересного там нет, можете сами в ютубе посмотреть все кат-сцены. Мультиплеер. Во-первых, вас заебут ебучие специалисты. Перед релизом нам казалось, что они принесут в Call of Duty элемент командной работы по типу Overwatch, но получилась ебаная залупа. Каждому игроку по кулдауну выдают суперимбовое оружие или способность, и это ни хера не сбалансировано. Это просто набор ебо возможностей с нихуя разъебать вражескую команду, вызвать собаку, у которой в 4 раза больше хп, чем у любого солдата, взять пушку с минимальной отдачей, убивающей с 2 выстрелов, электроснайперка, станущая врага на 7 секунд и убивающая со 2 выстрела, щит-микроволновка, который можно прикрыть целый лайн на карте. Короче, я могу перечислить вам все способности 14 специалистов, но в итоге никакого глубинного геймплея в этом вы не увидите. Во-вторых, вас заебут донатные пушки, которые, как назло, немного лучше стандартных. VMP лучше, чем MX-9, RFT лучше, чем KN-44, Tiger Shark лучше, чем Бастион, маленький миниган, или как он там называется, лучше дракончика и так далее. И поверьте, вы заебетесь качать и гриндить все это, а ведь раньше было еще хуже, ведь надо было донатить на эти пушки и надеяться, что они тебе выпадут. Здесь плавно переходим к третьей проблеме. Вся игра — это донатная помойка. Ненужные спреи, бесполезная анимация с танцульками, скины на специалиста, с которым ты не играешь, брелочки на оружие, с которым ты не бегаешь, и легендарный прицел красная точка за $1. Куча бесполезного донатового хлама, который абсолютно неинтересен для гринда. Ты должен молиться, чтобы из ящика выпало что-то нужное для себя. Должен, конечно, отметить, что в игре очень приятный мувмент и хорошие базовые карты, но не сезон пасса, даже не думайте его брать. Ах да, забыл, абсолютное отсутствие баланса киллстриков. Передаю привет вертолету со снайперами. По итогу мультиплеер Black Ops 4 это непонятное месиво случайно происходящей хуйни, где твое умение стрелять отодвигается на третий план. Здесь приоритет на оружие, которого у тебя точно нет на старте, и специалисты, которые ебут тебя всегда. Зомби-режим. Я в него не играл, а те, кто играл, считают, что это один из худших зомби-режимов во всей Call of Duty. Очередной выживач с волами, дрочь на пасхалке и лор вселенной, который обычный игрок не поймет. Можете спокойно пропускать. Хотя к этому моменту наверняка уже напишет какой-то целитель зомби-режима, который распишет, как я не прав, и вообще лору зомби очень прикольно интересно. А я тупой дебил не понял. Я готов даже такие комменты лайкать, чтобы вы могли почитать и про зомби-режим больше, чем я мог бы сказать. Так что если вы один из таких, пишите, не стесняйтесь. Blackout. В целом это хороший батареяль был. Blackout в 2018 году, когда на рынке был только PUBG и Fortnite, это было охуенно. Особенно удивительно, что это был доделанный батареяль, который сделали за 8 месяцев, в отличие от PUBG, который к тому моменту делали 2 года, которого не было тогда на консоли. А когда он вышел на консоль, то работал в 30 FPS против 60 FPS Blackout. Динамичный геймплей с удобным лутом, приятный визуал, баллистика оружия, без упора на строительство, как в Fortnite, классная карта, крутой бингсют для высадки. Короче, плюсов было полно, и на тот момент это был настоящий убийца всех батареялей. Но Blackout в 2021 году уже не такой классный, как раньше. После Apex, Warzone и других батареялей Blackout кажется откровенно устаревшим, и возвращаться туда тяжеловато. Blackout это батареяль без отличительных черт по типу ГУЛАГа, вызова своего комплекта или команда работы, как в Apex. Видно, что разрабы сделали улучшенный PUBG, и это было классно 3 года назад, а сейчас это слишком скучно и неинтересно. Я очень любил Blackout, и этот режим хоть как-то оправдывал покупку Ultimate издания этой игры, и сейчас, пока записывал футажи, я осознал, что ее время прошло, она устарела, и даже куча новичков, которые придут с раздачи PlayStation Plus, маловероятно смогут исправить ситуацию. По итогу я могу советовать качать Black Ops 4 только тем, кто хочет посмотреть на предшественника Warzone Blackout. В остальных режимах ловить абсолютно нечего. От себя я лучше посоветую качать любую другую Call of Duty из прошлых раздач PlayStation Plus или даже Battlefield 5, которую сдавали в мае. На это все. Подписывайтесь, хуисывайте, лайкайте, дизлайкайте. Следующий видос про PlayStation 5. Всем пока!